Откуда происходит анархизм и в чем его предназначение? Анархия ведет свое происхождение не от научного открытия и не от системы философии. Ученые – такие же люди, как и все другие, и в большинстве они принадлежат к зажиточным классам, и поэтому разделяют все предрассудки этих классов. Многие из них даже находятся прямо на службе у государства. Понятно, что не из университета ведет к нам анархизм. Анархизм родился среди народа, и он сохранит свою жизненность и творческую силу только до тех пор, пока он будет оставаться народным. Во все времена в человеческих обществах сталкивались в борьбе два враждебных течения. С одной стороны, народ выработал в форме обычая множество учреждений, необходимых для того, чтобы сделать жизнь в обществах возможной. Эти учреждения были выработаны не законодателями, а творческим духом самих народных масс. С другой стороны, во все времена существовали жрецы, судьи и воины, к услугам которых общество прибегало в ритуальных, правозащитных и оборонительных нуждах. Эти три категории людей всегда составляли между собой тайные общества, чтобы сохранять и передавать следующему поколению тайных специальностей. Иногда они боролись, но всегда приходили к взаимному соглашению. Тогда они вступали в союз, чтобы господствовать над народом, держать его в повиновении и заставлять работать на себя. Анархизм представляет собой первое из этих двух течений, то есть творческую созидательную силу самого народа, выработавшего учреждения обычного права, чтобы лучше защититься от желающего господствовать над ним меньшинства. Анархизм стремится выработать учреждения, необходимые для обеспечения свободного развития общества, в противоположность тем, кто возлагает всю свою надежду на законодательство, выработанное правительством, состоящим из меньшинства и захватившим власть над народными массами при помощи суровой жесткой дисциплины. В этом смысле анархисты и государственники существовали во все времена. Видеоролик создан на основе трудов Петра Кропоткина. Роман Тесленко, 2022 год, Русь.